15 июля 1942 года на военной базе ВВС США, расположенной в изолированной и снегами укрытой Гренландии, началась история, полная приключений, смелости и неожиданных открытий. Это был день, когда одна из самых необычных военных эскадрилей своего времени, состоявшая из 6 истребителей Lockheed P-38 Lightning и 2 мощных бомбардировщиков Б-17, известные как «летающие крепости», отправилась навстречу с союзниками, идущими на борьбу против гитлеровской агрессии. Эти самолеты, обладая новейшими для своего времени технологиями, были готовы к выполнению важной и опасной миссии, которая вскоре станет частью эпической истории, казавшейся невозможно реальной. Тем не менее, не обошлось без сюрпризов. Во время полета эскадрилья столкнулась с ужасными погодными условиями. Внезапно разразился снежный буран, поглотивший все вокруг и создавший реальную угрозу для пилотов и их техники. Ситуация стремительно ухудшалась, и аэродром, на который планировалось приземление, закрылся, как будто сам воздух кричал, призывая к осторожности. Видимость свелась к нулю, радиосигналы пропали, и пилоты оказались в безвыходной ситуации. Понимая, что запасы топлива стремительно тают, они были вынуждены развернуться и снова взять курс на свою базу, надеясь, что там погода улучшится. Однако и на базе их не ждал успех. Погодные условия оставались крайне неблагоприятными, ветры и метели продолжали бушевать, не оставляя ни единого шанса на безопасную посадку. Вскоре запасы топлива подошли к критической отметке, и у пилотов не осталось иного выбора, кроме как попытаться рискованно приземлиться в ледяной пустыне, что находилась неподалеку от аэродрома. Первым, кто решился осуществить посадку, стал истребитель П-38, принадлежащий смелому командиру эскадрильи. В ужасный момент, когда его носовая стойка шасси застряла в ледяной расщелине, самолет опрокинулся, и произошло капотирование. Чудесным образом экипаж остался невредим, но оказался в крайне сложной ситуации, поскольку находился почти среди пустоты, где царила ледяная тишина и бесконечный холод. Следующие машины, которые погнались за ним, также попытались приземлиться, но с убранными шасси, оказавшись разбросанными по безлюдному льду, как игрушечные модели, потерянные детьми. Пилоты оказались в беспрецедентной ситуации. Беззащитные и изолированные, они ждали помощи, запертые от невыносимых морозов в одном из своих Б-17, который стал временным убежищем. Внутри самолета они обнаружили незначительное количество провизии, что позволило им выжить в условиях дикой стихии и не оставило их надеждам. В течение 10 долгих и изматывающих дней они боролись с холодом и голодом, ожидая спасения. Подобно героям из легенд, они хранили веру, полагаясь на дух товарищества и поддержку друг друга. Наконец, когда надежда начинала угасать, спасительная группа достигла их. Когда спасатели прибыли, они обрадовали пилотов, однако сами самолеты, которые они оставили в ледяной стране, на долгие годы были забыты. Информация о судьбе самолетов затерялась среди рекомендованных отчетов и военных записей. Суета войны поглотила, казалось, все. Однако более 10 лет спустя, в 1980 году, 2 страстных авиационных энтузиаста
Патрик Эппс и Ричард Тейлор начали разрабатывать теорию о том, что все оставшиеся самолеты могут находиться в ледяной тюрьме, скрытые под слоями, которые они считали не менее чем феноменальными. Вдохновленные самими приключениями, они организовали первую экспедицию с целью обнаружить самолеты, которые, как они считали, были спрятаны многие годы. Они использовали лучшее оборудование своего времени и отправились на место, где ожидали найти легендарные П-38 и Б-12. Однако вместо долгожданной находки их ожидал неприятный сюрприз. Они обнаружили, что самолеты скрыты под 75 метрами льда, что ставило под сомнение не только их экспертные исследования, но также многие климатические теории о формировании ледников и их прибыльности. Несмотря на разочарование, Патрик и Ричард решили не сдаваться. Они продолжили свои исследования и разведки в этом увлекательном мире, но вскоре их идея немного отошла на второй план. Тем не менее, достаточно времени прошло, и в 1988 году, после долгих раздумий, Тейлор вновь поднял тему о том, что прочность корпуса П-38 значительно превышает у Б-17. Эта мысль не оставила его в покое, и он снова обратился к Эппсу с предложением решить эту загадку. Они тщательно спланировали новую поездку в Гренландию, полные решимости и ожиданий устроить настоящую охоту на самолеты. Когда экспедиция снова достигла места, где когда-то приземлились самолеты, их ожидало несколько сюрпризов. Все эти годы лед, подавлявший машины, лишь слегка осел, и, что самое захватывающее, истинное сокровище все же сохранилось. Когда они, наконец, пробрались под ледяные слои, они поняли, что самолеты сохранились лучше, чем ожидалось. Их внутренние системы, включая вооружение и гидравлические механизмы, продолжали работать, несмотря на то, что они провели десятилетия в глухой изоляции. С таким успехом жизнь вновь загорелась в глазах Эппса и Тейлора. Чтобы поднять затерянные машины на поверхность, им пришлось проявить реальную смекалку. Они разработали уникальное устройство, названное «Гофер», способное создавать отверстия в ледяной корке и нагревать пространство вокруг машин. Это была настоящая технологическая революция для их целей. На протяжении нескольких дней команда работала, растапливая лед и освобождая самолеты, начиная медленно разбирать их на части. Каждая деталь казалась памятником времени. Каждая винтовка и система управления хранили дарований тех, кто раньше управлял этими величественными машинами. Наконец, через полгода напряженной работы, один из отреставрированных П-38 успешно прошел капитальный ремонт и совершил триумфальный первый полет спустя более чем 50 лет, символ силы человеческого духа и упорства. Этот момент стал грандиозным событием для всей команды, ведь они не просто восстановили древний самолет, они восстановили часть истории, вернув ее в небо. Общая стоимость всей экспедиции приближалась к баснословным $3 миллиона, но это, как оказалось, стало лишь искрой на пути к большему. Один из 6 поднятых самолетов П-38 в 2006 году был продан за $7 миллионов, и эта сделка доказала, что все усилия стали не только пионерами партии приключений, но и материально выгодными. Эта история вдохновила многих,
оборачиваясь страницами мужества, стремления к успеху и неукротимого человеческого желания сохранять важные моменты истории. Таким образом, независимо от того, какую дорогу вы выберете в жизни, всегда ставьте перед собой высокие и труднодостижимые цели. Никогда не позволяйте преградам становиться вашим врагом, как это сделали Патрик Эпс и Ричард Тейлор. Несмотря на все трудности и препятствия, они смогли преодолеть искушения, погрузиться в мир приключений и путешествий и оставить за собой уникальные следы в истории авиации, которые будут вдохновлять миллионы других людей искать свои собственные мечты и смело двигаться к успеху. Эта история — не просто рассказ о самолетах, это напоминание о том, что дух приключений всегда будет жить, если в вашем сердце есть настойчивость, готовность к риску и страсть к жизни.